Всем привет! Сейчас все обеспокоены средством защиты от коронавируса, в частности это масочки. Их, как всегда, в аптеках практически не то что не хватает, их и нет там, или же они стоят очень дорого, а тем более одноразовые. Хочу поделиться с вами тем, как я сделала масочку многоразового использования. Вот такая масочка. Вот как она смотрится, все защищает. Не уютно, легко, ничего нигде не жмет. Ну и в принципе хорошо держится, и можно зафиксировать на носике каждому человеку. Вот такая масочка. Для того, чтобы нам пошить маску, нам понадобится ткань. Я взяла ХБ ткань из старых залежей. Значит, сделаю масочку в двойную, в 2 слоя. Вот, 2 слоя. 2 слоя. Потом нам понадобится, все мы пользуемся, хлебушек покупаем. И есть такие не магнитные, а такие штучки, не знаю, как они называются, держатели. Это для того, чтобы мы могли зафиксировать на носике нашу масочку, чтобы было удобно. Ну и, конечно же, обычная простая резинка. Думаю, она имеется в каждом доме. Такая резиночка. Ну, итак, приступаем. Значит, как я уже сказала, масочка двойная. Можно сделать в 1 слой, я делаю ее в 2. Для этого у нас размер какой? Я взяла размер просто обычного квадрата. Это 20 на 20 нам понадобится. Мы, значит, по бокам, сверху и снизу, по 1,5 сантиметра проложим линию. Это мы оставим эти 1,5 сантиметра для того, чтобы на припуск, чтобы подшить нашу масочку. Это снизу и также сверху 1,5 сантиметра. Потом мы поделим нашу маску. Значит, получается 20 на 20 вообще, но меня полсантиметра не хватило здесь. Поэтому делим эти 19,5 напополам. Это 9,5 получается. 9,5. Вот. 9,5. Для чего мы делаем эту пометочку? Эта пометочка нам нужна для того, чтобы мы вшили, спрятали вот эту штучку нашу для фиксирования на носике. Потому я беру ее, так ложу. Вот у нас центр. Ложу. Ну и 1,5 сантиметра тоже отступает этой линии. 1,5 сантиметра. Вот так вот. Просто сделаем вот так вот. Вот так мы сюда положим. Она у нас здесь, когда зафиксируется строчечкой, никуда ничего не денется. Будет на месте. Это такой момент. Мы подготовительные наши работы, прежде чем мы сядем, продолжаем, значит, дальше, да? Получается, от этой линии 1,5 сантиметра, которую мы проложили для того, чтобы подшить нам маску, я еще отлаживаю 4 сантиметрика. Вот так вот, 4 сантиметрика. Вот так с одной стороны. И 4 сантиметра с другой стороны. С
Соединяем эти наши пометочки и пролаживаем линию. Дальше. Я уже сделала еще здесь линии. Для чего? Нам получается между ними по 2 сантиметра. Это запасы для вот этих складочек, чтобы нам было удобно легко в такой масочке для складочек эти запасы. Значит, теперь мы делим эту 2 сантиметра делим на сантиметр. Получается, у нас должно получиться 3 склады. Сантиметр и еще 1 сантиметр. Так точно мы все делаем. Здесь, с этой стороны, чтобы у нас получилось аккуратно, ровно, красиво. Мы же должны красивыми ходить, даже пусть и в масках, но красивыми. Соединяем вновь эти линии. Так. Так. И так. Дальше нам нужно будет пойти на утюг и заутюжить эти склады. То есть вот эту линию мы ложим на вот эту. Потом следующую линию мы ложим на вот эту. И следующую еще мы проложим сейчас, ложим на вот эту. У нас должны получиться такие склады. Это для того, чтобы было удобнее шить. Если не заутюжить, то будет, можно тоже, но удобнее, когда заутюжишь. Прежде чем я пойду сейчас на утюг заутюжить, я делаю насечки. Ну, маленькие насечки. Для чего? Они тоже помогут нам, по этим линиям делаем насечки, и тоже помогут нам лучше заложить склады. Меньше будет проблем. Небольшие делаем, вот так вот. Итак, заутюжили 3 складочки. Сейчас мы зафиксируем их машинной строчкой. Буквально зафиксируем эти склады. Дальше, второй этап, мы переходим к обработке верха. Мы, значит, здесь тоже сейчас заутюжим, ну, потому что в двойную так легче будет. Вот так на 0,5 заутюжу сейчас и проложу строчку сразу, чтобы получилось, как одна строчка подшивается. И сюда мы подложим наш фиксатор. Чтобы заутюжить для отделочной нашей строчки, я переверну ее так, ну, где-то вот так на 0,5, ну, чуть больше получается. Если бы ткань была в один слой, то, конечно, этого делать не обязательно. Но так как в двойной слой, то это нужно сделать. Вообще можно это сделать вместе с оверлоком, но не у всех есть оверлок, поэтому делаем так. Заутюжили, и теперь идем, фиксируем это и подшиваем здесь, чтобы ограничитель сюда поставить.
значит, что мы сделали? Зафиксировали мы уже, да? Все, сделали это. Дальше я пошла опять на утюжик. Заутюжила где-то по 0,5-0,7 сантиметров. Для того, чтобы уже мы заканчивали маску. Со всех сторон это сделала. И сейчас я заутюжила. Теперь мне будет легче просто вот так еще разочек завернуть и проложить строчечку. Но прежде чем мы проложим полностью здесь строчку, нам нужно сюда пришить резиночку. Резиночка у нас идет 16 сантиметров. 16 сантиметров. Вот здесь 16 сантиметров. И мы ее пришьем. Сейчас в процессе видео все будет видно, как это буду делать. И вот наша масочка готова. Сейчас мы отправимся на утюжок, все прогладим и можем протестировать. Теперь мы сейчас прогладим. Обязательно прогладить нужно, чтобы она приобрела более лучший вид. Мы уже построчили, пошили все хорошенько, проглаживаем. Будет аккуратненько выглядеть. Вот наша масочка. Все ниточки лишние обрезали, все убрали. Пробуем. Вот так вот. Сидит великолепно, очень комфортно. Берем и делаем. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь, еще будет очень много интересного впереди.